Благословен входящий. Бисмилля рахман рахим. Вкус специй? Класс. Хочешь, тебе тоже дам? На. Вкусно? Уверен. Я приветствую всех. Сегодня готовим маклюбе, плов-перевертыш. Первый раз я попробовал это чудо лет 25 назад. У меня был какой-то проект в старом городе, в мусульманском квартале в Иерусалиме. Меня там угощали этим, меня это страшно поразило, хотя было, в общем-то, несколько странно, потому как привык я все же к немного другому плову. Назвать это пловом немножечко, может быть, для кого-то проблематично, но тем не менее, как бы присутствует все то самое, что определяет плов. То есть рис, приготовленный в 2 этапа, плюс какие-то добавки. Ну, вещь великолепная. Маклюбе готовят в разных совершенно странах, разные варианты. Есть маклюбе у нас, готовят его израильские арабы, его готовят в палестинской автономии, готовят на севере страны друзы, бедуины, есть ливанский вариант, есть сирийский вариант. Я готовлю какой-то свой вариант, я готовлю что-то по мотивам маклюбе, того или иного. То, как я понимаю это блюдо, вот плов-перевертыш, вот вперед. Сейчас начинаем. У меня тут что-то уже как бы готово. Я нарезал лук. Тут у меня калится масло, оно уже довольно хорошо разогрето. Сейчас лук отправляется сюда. Ух, вот что может быть вот лучше вот этого вот звука? Сразу. Не все, опять же, кладут лук в маклюбе, но я считаю, что это очень уместно. Пока жарится лук, я займусь картошкой. Вот у меня такой вот молодой картофель чудесный. Я его нарезаю такими вот пластинами, и после лука буду обжаривать картофель. Я нарезаю это прямо со шкуркой. Можно, конечно, его нарезать толще, но я думаю, что это не имеет принципиального значения. Периодически стоит помешивать лук, потому как я хочу, чтобы он прожарился равномерно. Кстати, одна из самых таких вот серьезных задач – это правильно, хорошо прожарить лук. Не только здесь, а в любом, в общем-то, арабском плове или индийском бирьяне, где жареный лук пользуется как приправа, как украшение, как дополнительный какой-то вкус, который очень украшает рис. Блюдо-конструктор. Есть какие-то кухни, есть какие-то блюда, где массу времени занимает подготовка, то есть нарезка продуктов, и потом конструируется что-то. В этом конструкторе это как бы нарезка и обжарка. Прежде чем как мы будем строить конечную конструкцию и собирать уже готовое блюдо и переходить к финальному какому-то моменту. То есть я сейчас все нарезаю, пока что между делом не забывая, конечно же, помешивать лук, потому что сгореть мне ничего не нужно там. Баклажан. Баклажан мне нужен на самом деле в таком же виде, как и картофель, тоже вот такими кольцами. Вот сейчас лук приближается к тому цвету, который мне нужен. Сейчас он может очень быстро сгореть, самое главное не передержать. Поэтому вот сейчас буквально через минуту я его просто извлекаю и на салфетку. Все, сейчас он начинает быть правильного цвета. Чуть-чуть еще подзолотить. Ну все. Вот этот цвет вполне меня устраивает, хотя кто-то может поджарить его еще более темным. Я думаю, что мне это вполне хорошо. Сейчас я его распределяю по салфетке, чтобы немножечко промокнуть жир. Перехожу к следующему, то есть картошке. Картофель. Все, пусть жарится. Сейчас баклажаны. Так, пусть себе жарится. Следующая цветная капуста.
Обжариваю чеснок, чуть-чуть совсем. Ну, заодно и немножко ароматизировалось масло. Предварительно замаринованное мясо. Здесь куриные бедрышки и голени. Сейчас это все слегка обжаривается. Я порезал это на мелкие кусочки, довольно мелкие. Кто-то это варит, кто-то берет целиком, кто-то берет куски более большие. Я считаю, что так будет комфортнее и правильнее. Курица, на самом деле, которая у меня жарится, тут запахи идут супер потрясающие. Основа маринада здесь была баорат. Бывают разные какие-то варианты, разные смеси, но по большому счету баорат это основа. Это гвоздика, корица и английский перец. Безусловно, все это молотое. Иногда бывают варианты, кто-то туда добавляет еще сухой кориандр, то есть кашниш. Кто-то туда добавляет иногда зира. Вполне может иметь место внутри и мускатный орех. Признаюсь по секрету, у меня все это здесь есть, помимо смеси баорат, которая была куплена. Обычно я не покупаю смеси, а делаю их сам. Так, я думаю, что сейчас уже что-то отсюда можно потихонечку извлекать. Рис промывается несколько раз, пока вода не становится прозрачной. Замачивал рис я в теплой воде. Еще немножко я начинаю конструировать блюдо. Последние какие-то приготовления. Вот сейчас нарезал помидоры, чуть-чуть зелени. Ну, в общем-то, все. Вся вот эта красота сейчас переправляется сюда слоями. Итак, ну, начинаем. Прежде всего, пергамент, бумажка на дно. У меня керамический казан. Но в любом случае, как бы я хочу, чтобы что-то там не пригорело, и как бы вот это вот даст мне какую-то еще защиту, хотя можно было бы вполне обойтись без этого. Это масло, на котором жарилось мясо, я его немножечко процеживаю, оно очень вкусное, ароматизированное уже, я не вижу никакой необходимости его сливать. Сейчас выкладываю дно свежими помидорами, вот такими вот слайсами нарезанное. Следующий слой чипсы, то есть картофель. Немного добавить баорат, чуть-чуть соли, немного черного перца. Теперь баклажаны. Тоже соль, немного зелени, не слишком традиционно, но я думаю, что более чем подойдет. И опять же снова баорат. Следующий слой. Еще картофель. Теперь мясо. Цветная капуста. Это можно уже включить. Пусть греется. Еще раз соль, черный перец. На самом деле порядок закладки может быть произвольный. Так, тут кипит бульон, это очень хорошо, потому что можно брать даже огонь немножко. И все, и замоченный рис сейчас. Ну, все. Вот в этом ковшике у меня уже очень горячий бульон. Заливаю все это бульоном. Бульон должен чуть-чуть покрывать рис. Что у нас и получилось. Все, теперь высокий огонь. Теперь готовим как плов на самом-то деле, пока рис не впитает в себя всю влагу.
Сейчас я готовлю как обычный плов на самом деле. Моя цель приготовить рис, и после этого уже начинать запаривание. Я сейчас расчесываю его, чтобы рис впитал в себя всю влагу, чтобы он приготовился. Ни в коем случае я не затрагиваю, стараюсь не касаться слоев, ничего не нарушать. Только верхний слой риса. Он заметно увеличивается на глазах. И очень скоро будет здесь очень интересная картина, я так думаю. Честно, у меня ошибочка небольшая произошла, хотя для этого блюда это все хорошо. Я хотел бы побольше казан, конечно. Немножечко тесновато мне. Но по большому счету именно так это и готовят. На самом деле то, что я делаю сейчас, это не самое традиционное для маклюбе приготовление. Обычно это закрывают и оставляют, чтобы рис впитал в себя все, что впитает. Но я хочу как бы быть на 100% уверенным, что я делаю то, что я хочу сделать. То есть я доведу его до того состояния, до которого я хочу, а потом начнется обычный процесс запаривания, как в обычном плове. Так, небольшая проверка. Я хочу посмотреть, что там внутри. Ой, нет. Тут еще много чего внутри. Пусть влага выпаривается. Сейчас закрывается уже все. Я чуть-чуть забыл положить чеснок. Пусть запаривается тоже. А лук, который мы поджарили предварительно, он пойдет на украшение. Закапываем, выравниваем, накрываем крышкой, убираем огонь на минимальный. И все. И пусть запаривается себе минут 20, 25-30. И будет нам счастье всем. Так, все. Огонь минимальный, крышка. Оп. Рассекатель. Горячо. Так. Опа. Опа. Все. Вот это вот все мы забываем сейчас минут на 20, и потом будет людям счастье. Счастье на века, да? Какую-то власть, у которой сила велика, мы не будем упоминать. Она нас уже давно, к счастью, не интересует. Мы живем в других широтах. Пока что все ждем. Последнее приготовление. Нарезаю немного кинзы. Так, все. Здесь нам достаточно. Теперь я хочу поджарить немножко орешков, которые пойдут сюда. На маклюбе, на мой маклюбе. Так, включаю сковороду, насухо, без масла, без ничего. Так, пусть она себе сейчас нагреется через пару минут. Так, сковорода греется. Фисташки идут в сковороду. Туда же кедровые орешки. Не бывает ничего вкусного без. И туда же немного миндаля. Вот, уже очищенного без шкурки. Я думаю, хватит. Ну, можно еще добавить. Так, все. Ну что, завершаем процесс. Финишная прямая.
Ой, как красиво. Вот лучше ежикова басмати, на самом деле, пейзажа не бывает. Вот стоит. Так, ну что? Маклюбе. То есть по мотивам маклюбе. Плов, перевертыш. То есть вот, соответственно, вот это вот чудесное блюдо идет сейчас наверх, вот сюда. И сейчас... Опа! Как красиво. Перевернулась. Так, а теперь нужно этому дать чуть-чуть постоять пару минут. Буквально пару минут. Ну что? Начинаем. Арабское блюдо. Значит, надо сказать что-то правильное. Бисмилля, рахман, рахим. Красиво, я бы сказал. Теперь вот последнее украшение. То есть зелень, кинза. Так, не слишком много, но тем не менее чуть-чуть нужно. Так, достаточно. Теперь немного жареного лука. Хотя по большому счету не так уж часто это дело кладут сюда. Но мне кажется очень уместным. И орешки. Как без орешков? Арабский плов без орешков, ну просто нельзя. Так. И по краям чуть-чуть, наверное. Так, ну что, сделали? Красивый тортик получился. Пловный перевертыш. Надо попробовать. Так. Ой, как красиво. Вообще-то это режут как тортик, но я это не делал настолько тортиковым, поэтому сейчас... Ух ты! Вот кто сказал, что рис не должен быть рассыпчатым? Ой, как хорошо! И как красиво! Красиво сыпется. Ну вот вилкой я не могу есть. Ложка. Какой рис красивый. Классно. Мяско очень хорошо замаринованное. Тут вкус специй. Класс. Не могу не пользоваться вот руками. Хочешь, тебе тоже дам? На. На, вот, пожалуйста. Вкусно? Уверен. Просто замечательные орешки. Классная вещь. Замечательный плов. Спасибо за просмотр. Надеюсь, понравилось. Во дворе весна в разгаре. Я хочу пожелать всем мирного неба над головой. В некоторых местах мир не воспринимается как само собой разумеющееся. Мы будем продолжать готовить вкусную еду, несмотря ни на что. Всех с наступающими праздниками, с Песах, с Пасхой, Рамадан Карим. Всех благ, подписывайтесь на канал, пишите, ставьте лайки. Всем мира.